Держим первую тренировочку Да. с моим путеводителем по Южной Африке. Бываем виды южноафриканского простора. Ты знаешь, что я от красоты иногда плачу? Так, я сегодня бегу длительную на равнине. Шел дождь. Меня провожают тут. Показывают дорогу. Папайя. Домики такие. Слегка пасмурно. Настроение хорошее. Такой бежишь. Оп. И побежал дальше. Я на самом деле не знаю, как снимать, как тренироваться вообще. Ай! Когда ты видишь вот это и бежишь здесь. Ай! Окей, у меня сегодня длительная со вставками. Нужно постараться сосредоточиться на этом. Буду пробовать. Сегодня я не тренируюсь, но делаю только немножко свою работу. Я решила часть сделать вчера, и остальное доделала сегодня и пошла гулять. Вот сейчас в каком-то кафе, называется оно «Дельфин». Здесь делают всякие там мясо, рыбу во фритюре, типа френч-фрайс, по себе кальмаров. Удивительно, на самом деле, мне сложилось впечатление, что здесь очень сильно длительное, но у меня реально за 5 минут было готово мое блюдо. Будем открывать тогда с вами. Вау! Это реально вкусно. Я остаюсь здесь жить. Расскажу немножко о ЮАР, как здесь тренируется. На самом деле все говорят, что да не парься, это безопасно и так далее, и так далее. Но не ходи по этой дороге, по той тоже не ходи, одна не будь. Вообще там обходи, там оббегай на всех кафешках, кофейнях, даже магазинах, квартирах. Всегда стоят вместо двери просто решетки. Но здесь безопасно. Вчера была такая ситуация, вообще очень сильно напряглась. Решила побежаться вот по этой набережной красивой, добежать еще до другого пляжа. И так получилось, что там есть часть такая, когда я выбегала на дорогу. Значит, и этот отрезок дороги, я оказалась там одна. И, значит, я выключила звук в наушниках, чтобы быть на чеку. Слышу, несется какая-то тачка с громкой музыкой. Они, значит, проносятся мимо меня и недалеко, немножко останавливаются, начинают очень медленно ехать. То есть мой значительно вырос. Я такая думаю, бля, что за жесть. Могла бы, наверное, убежать, если что, но есть риск того, что местные жители могут бежать быстрее меня. Выехали там 2 машины. Как только они появились там, эта машина дала по газам и уехала. Немножко щекочет нервы, но здесь очень красиво. Очень. Лана пошла в криминальную точку. Активный зал. Немножко покажу вам то, что успею снять. Сказала тренеру то, что нельзя, не будет здесь вело, но вело есть, дорожка есть. Все супер. Последние тренировочки перед стартом. Если честно, блин, пульс скачет жестко. То ли от страха, то ли от красоты, не пойму вообще, от чего что скачет. Бегу по трейлу одна. Радует только один какой-то белый мужчина, собачка, бегущий впереди. Вселяет надежду, что это будет безопасно.
Ну или, по крайней мере, меня спасут. You get it the pizza there. Okay. You can tell. Okay. Lana, nice rice on Saturday for you. I hope you win. Thank you! Настрой боевой. Высота, да? Ух! Мир! Да, мир классный. Я закончила тренировочку. В субботу уже гонка. Остались последние тренировочки. Они для меня всегда очень-очень волнительные. Кучу мыслей во время тренировки. Что как будет. Когда я делаю ускорение, я себе всегда представляю, как я кого-то обгоняю. Всегда действую, конечно, по плану. Но не забываю, что это соревнование. Я уверена, что это будет очень крутая, невероятная гонка. Это первый UTMB в моей жизни, как я и мечтала. На самом деле я мечтала об этом в Европе, но все пошло не по плану. Но план стал очень даже неплохим. Я имею целый мир! Невероятное место, мне здесь очень нравится. Я благодарна этой вселенной, что, блин, я здесь. Я сейчас заплачу. Но иногда бывает такое, что вселенная меня проверяет. Ты реально этого хочешь? Вот до этого, когда я спланировала эту гонку и другую гонку, все опять пошло не по плану, и я думала, и как бы могло бы показаться было, что как будто бы нет, тебе туда не надо. Но как только я выдержала какой-то момент, все начало прям как пазлики складываться. У меня на самом деле было так всегда, абсолютно со всеми моими целевыми гонками. Я вообще была не удивлена, когда няня за 5 дней до вылета отказалась быть с моими детьми. Вообще не удивилась за 3 дня до вылета инфекции на моем пальце. Да, это было как бы немножко стрессово, я предприняла все, что я могла сделать, да, но все потом начало складываться все равно как пазлы, и это круто. Вот, и я думаю, что на самом деле и гонка будет очень крутой и запомнится мне очень-очень надолго. Я люблю это место, это круто. Так, немножко переживала о том, что у меня я забыла соли. Отсек в аптеке спортивного питания. Как вам? Будем изучать. Может быть, что-нибудь с собой еще возьму. Это Pinnacle Point. Гольф-клуб. Входит в 10 лучших в мире. Stop working just to start a Stop working just to start a I took off some work just to warm up. Stop working just to start a I took off some work just to warm up. Короче, восстановительная пробежечка, завтра выходной, в пятницу разминка, в субботу гонка. Пульс просто сраная жесть. Короче, мне надо успокоиться. Я сделаю все равно это. Сегодня еду в сафари. Меня ждала, короче, целая машина. Я вообще хороший человек. Сафари совсем не так, как я его представляла. Когда едешь, значит, когда смотришь фильм, постоянно они так ровненько едут, ежик, животные бегают. Мне реально подкашливает всю первую часть дороги. Здесь очень сильно качает. Блин, нереально какие-то подъемы, спуски, кочки, блин. Ну, красиво. Дорога жесть. Мы застряли. Застряли возле тигров. Тигров не посмотрели, но они где-то рядом. Идем в другую машину. Здесь на самом деле реально очень красиво. Прям очень. Я плачу, потому что так бы хотела быть здесь со своими детьми. Паста тайм. Когда в обычной жизни приходишь куда-нибудь кушать, такой думаешь,
Блин, что так мало мяса? Накануне гонки ты такой думаешь, что так много мяса? Лучше больше макарон положили. Окей, я на регистрации. Сейчас будем проверять нашу экипировку и получать номер. Okay, Lana just brought me gifts from Georgia, and I just want to say good luck with your race. And I hope you have a great day out here in the George Mountains. George Mountains, it sounds very close. Yes. Eh? Thank you so much. Okay, cool, enjoy. Последняя тренировка. Какая готовность? Переживаю. Не знаю, можно ли говорить об этом на камеру, но у меня тут сбой женского цикла, небольшие проблемки, так сказать. Пульсометр после последней тренировки, я поняла, что он глючит. Вот сейчас думаю, что делать. Возможно, куплю новый. Ваху здесь продавался, я видела, который привычный мне. Что еще? Нога. Я забыла вот сейчас одеть лейкопластырь. И мне кажется, что немножко там лопнула вот эта вот заживающая кожица. Сегодня еду в отель, к Джорджу, ближе к старту. В общем, вот так. Все будет хорошо. Так, я снова на Экспо. У меня, потому что с пульсометром решила купить новый, короче. Купила новый пульсометр, купила баф. И все, сейчас буду заселяться в отель. Вот. В общем, настраиваюсь. Я, короче, немножко в шоке. Блин, это жесть. Я поломала фонарь. Я просто не знаю, как нахрен, но я это сделала. Сейчас не знаю, что делать вообще. Просто... Короче, я не знаю. Ну что, я в отеле. Начало 9-го. Я планировала в это время спать, но нет. Итог дня. Наушники разряженные не заряжаются. Пульсометр куплен новый. Фонарь куплен новый. Мой дорогой и крутой поломан. Я готова к гонке. Все в порядке. Вообще абсолютно не нервничаю, потому что все идет по плану. Жду свои пасты, после этого пойду в номер, быстренько дособираюсь и лягу спать, потому что завтра очень рано вставать, планирую около 5 уже выехать, хотя здесь очень близко, но чтобы не вышло никаких недоразумений больше. Где моя паста? Я хочу есть, господи. Окей. Все, я почти готова, сейчас буду укладываться уже спать, потому что реально очень поздно. Осталось дособирать мелочи. Читаю инструкцию с солей. Написано: употребляйте 1-2 таблетки 3 раза в день или по мере необходимости. Ну, типа, делайте как хотите, блин. Все, короче, я решила все с фонарем. Купила новый. Моя небольшая сборочка здесь. Рюкзачок собран. Еще не решила бежать в юбке или в тайцах, потому что реально завтра будет с утра очень холодно. В общем, good night!
абсолютно всегда выключаю телефон на гонках, поэтому это единственное видео, которое я засняла просто для того, чтобы передать атмосферу. А старт был в 6 утра на въезде в месте под названием Витфонтейн. И было достаточно темно и холодно, поэтому решила вверху стартовать в термо, а внизу все-таки одела юбочку. Была довольна своим решением, потому что еще достаточно время было прохладно, а когда рассвело, на одном из пунктов питания я просто переоделась в футболку. Дистанция была марафонская, то есть это означает 42 километра, и набор высоты был 2250. В принципе, по карте я видела, что придется хорошо поработать в первую горку, но мне рассказали еще про одно место специфичное. Называется оно Dizzy Heights. Это узкая дорожка в горе, на которой встречаются места, где приходилось карабкаться. И, в принципе, в общем и целом, все места были достаточно рабочими беговыми. Но если бы не грязь, она была везде, ее было достаточно много, и она осложняла любые простые подъемы, беговые спуски. И, естественно, такие места, как, например, Dizzy Heights, и еще были такие тропки, которые вели вниз. То есть, по сути, это были спуски, но дикие. Но я справилась. И когда финишировала с улыбкой, хоть и была полностью грязная. Итак, у меня нет наушников, но я это сделала! Первый YouTube в жизни! I'm dirty girl! А теперь немножко реальности после гонки. О, как вам я, а? Без косметики, уставшая. Помылась. Не совсем отмыла грязь. Надеюсь, у меня не будет опять инфекции, потому что там все в грязи было. И у меня лейкопластырь слетел, и рана вся там черная, под ногтями грязь. В общем, жесть. Reality life. Та-дам! Это я отмыла ножки свои. Там вот видите, все въелось. Нужно будет сейчас вычищать, сейчас просто сил нет. Сейчас ем бургер. Буду отдыхать. Приехала еще в один номер. Здесь такая вот площадочка. Там играет в гольф. Вот. Буду сегодня много работать. Есть. Завтра уже в дорогу. Состояние хорошее. Ноги на самом деле почти в порядке. Только единственное, немножко по лестнице тяжеловато спускаться. А так в целом все хорошо. Единственное, у меня очень сильно забилась грязь в рану на пальцы и под ноготь. Я не смогла вот это все очистить, вытащить. В общем, пришлось вчера дезинфицировать тем, что есть, чтобы опять ничего не началось, никакой инфекции. И буду так ехать. Опять буду все перевязывать. Смотрите, какая красота. Это Африка, детка. Ну что, пока, Джордж. Я ненавижу летать. Это было ужасно. Сначала нас задержали. Что-то там чинили. Потом трясло жутко. Ну, я в Кейптауне. Я решила забрать свой багаж в этот раз, чтобы точно, хотя мне сказали, что он точно долетит до Дубая. Выйду в Кейптауне и немножко прогуляюсь. И смотрите, что. Первый раз в жизни мне встречается табличка, причем написано на русском. Привет! Жутко растрепана, но мне реально все равно. Смотрите. Уже в Грузии, провела несколько восстановительных тренировок. Ноги вообще полностью в порядке. После гонки строю уже следующие планы, следующей гонки. Дичайше просто соскучилась по детям,
Сын мой вообще не отлипает от меня, постоянно говорит: обнимашки, обнимашки. Что касаемо гонки, результата и так далее, я максимально довольна из той ситуации, из того состояния, из той формы, которые были, как я пробежала. И самое главное, что это дало мне огонь к следующим гонкам, к следующим моим целям. Трасса была жесткой, достаточно сложной. Не могу сказать, что это самая сложная гонка в моей жизни, но она далась мне очень нелегко. Я вообще всем благодарна за помощь и поддержку. Это просто что-то невероятное. Не знаю, меня поддерживало столько людей в стольких странах. Отдельное спасибо хочу сказать Клауду, что вообще мне выделили этот слот. Конечно, Свете Бейкер и ее семье, она невероятно пробежала еще и гонку. Поздравляю еще раз тебя. Они мне подарили дом на эти дни, можно так сказать. Замечательная семья. Конечно, семье Ивановых это просто любовь, потому что я абсолютно не беспокоилась за своих детей, за самое драгоценное, то, что у меня есть. Ну и, конечно, моим подружкам. В общем, всем спасибо большое. Каждый, кто поддерживал меня, для меня это очень ценно. Все, кто мне писал хоть единое слово, не знаю, ставил огонечек, давай, Лана, или еще что-то делал, я все это вспоминаю на трассе, для меня это очень ценно. И я счастлива, то, что мне реально отказывали в визах, как бы это ни звучало, нарушили все мои планы жизненные, в первую очередь, но я побывала в невероятной Африке. В невероятной. Я побывала на другом конце света. И я пробежала одну из крутейших гонок в мире. Я счастлива. This is Africa. Samina, mina, waka, waka, Samina, mina, sakalewa. This time for Africa.